Всем привет! Сегодня мы наконец узнаем, как на самом деле выглядел тираннозавр и ему подобные, как они охотились, ну и вообще взорвем мозг, как обычно. Моя прошлая трилогия «Что не так с динозаврами», а также последующая провокация навлекла на себя орды псевдонаучных гоминидов и ударные волны их праведного гнева из физиологических отверстий, направленных в мою сторону. Как это тираннозавр не мог кусать? Как это тираннозавр не был хищником? И это принесло свои плоды. Пусть они не слышат моих аргументов, это их проблемы. Но зато я получил в результате исчерпывающий список аргументов, которые используют ученые. И сейчас мы пройдемся по всем ключевым аргументам. Решим за или против. Их основные аргументы – рычаги, пневматизация костей, учи физику, кусать не мог, ха-ха-ха. Мало кто смог услышать основную мысль ролика. Тираннозавр не мог кусать так, как утверждают ученые. И исходя из модели, построенной учеными, а именно 8-тонная туша, двигающаяся со скоростью не более 28 км в час, с огромными зубами без клыков, а также без передних лап, никак не могла быть хищником. В крайнем случае падальщиком или пожирателем мелочи и насекомых. На самом деле, я утверждал даже сверх того. При его пропорциях и размерах тираннозавр и ему подобные вообще не могли существовать в природе. Они не смогли бы прожить и недели в нашем мире. Но обо всем по порядку. Сначала объясню, почему я вообще начал сомневаться. Дело в том, что природа гениальна. Она ничего не делает просто так, и если делает, то ее изделие всегда совершенно и идеально подходит к той среде и условиям, в которых обитает. Вот с этого и начнем. Среда обитания, образ жизни и вообще род занятий любого творения, не только живого, диктуют его форму. Возьмем, к примеру, полет. Вот сокол, вот летучая мышь, вот самолет, вот Бэтмен и летучая рыба. В первом случае это птица, во втором случае животное, млекопитающее, в третьем техническое устройство, в четвертом вымышленный миллионер, в пятом вообще рыба. Но кем бы они ни были, среда обитания, полет, диктует форму, а значит обязательно будут крылья в том или ином виде и облегченный корпус. Эти два условия неизбежны. Или вот еще пример. Ихтиозавр, акула, дельфин, подлодка. То же самое. В первом случае это ящер, во втором рыба, в третьем млекопитающее, в четвертом техническое устройство. И опять-таки среда обитания диктует форму. Но теперь главное это аэродинамическая или скорее аквадинамическая форма тела и небольшие рули, плавники. Есть и другие сходства, но они не столь явные. Этот список можно продолжать бесконечно. Вы никогда не спутаете автомат с автомобилем, потому что любой автомобиль, какая бы фирма его ни изготовила, будет обладать характерными признаками, необходимыми для выполнения поставленной задачи. Так же, как и любой автомат в мире, будет внешне похож на любой другой. В нем будут те же узлы и агрегаты и очень похожая форма, которая диктуется задачей. Также вы никогда не спутаете травоядное с хищником. А что с тираннозаврами? Есть сейчас что-то похожее в природе? Конечно, есть. Кенгуру, например. Или курицы, пингвины, казуары, страусы, гуси опять же. Люди тоже двуногие. Но никто из них не хищник. Потому что в нынешних условиях охотиться на других животных стоя или бегая на двух ногах невозможно. Ну, конечно, человек может охотиться, но у него есть две руки, в которых он может держать лук, копье или автомат. Но попробуйте убрать у человека руки, и он тоже станет абсолютно беззащитен.
И раз сейчас тираннозавров нет, значит в первую очередь не подходит среда обитания. Тем не менее, природа в течение 240 миллионов лет не только не позволяла им вымирать, но и считала этот вид превосходным. Эпохи сменялись эпохами, проходили сотни миллионов лет, а природа так и не догадалась избавиться от столь неуклюжего образца. А может, ученые не хотят смотреть дальше своего носа? Я попытался донести эту простую мысль в прошлом ролике «Что не так с динозаврами?» часть 1. Но оказалось, что слушать и слышать умеют далеко не все. Но это все лирика. А целеустремленным людям от науки одной философии мало. Им вычисления и схемки подавай. Но так ща будет. Аргумент официалов номер 1. Рычаги. Давайте приступим к расчетам. За основу возьмем схему визуализации от Скотта Хартмана и начнем считать. Найдем центр тяжести этого существа. Совершенно очевидно, что он будет приходиться на таз, в том месте, откуда у динозавра ноги растут. И для начала измерим соотношение сторон. Это будет примерно 4,5 метра передняя часть и примерно 6 метров задняя с хвостом. Это значит, что отношение сторон данного рычага друг к другу 3 к 4. Далее будет абсолютно неважно, 2 метра передняя часть или 12. Мы узнали главное – соотношение. Теперь открываем учебник физики за 7 класс, смотрим на кучу формул и понимаем, что проще и нагляднее продемонстрировать вычисления на специальном сайте проектировщиков. По разведданным, полученным из штаба противника, мы знаем, что средний вес тираннозавра около 8 тонн. Отбрасываем из них тонну, по полтонны веса на каждую ногу. В принципе, опять-таки неважно, можно и по 200 кг отбросить, но так вычисления будут просто нагляднее. У нас останется 7 тонн свободной массы. Понятно, что основной вес идет на тело, корпус, голову, а хвост так, для баланса. Распределим вес так: 5 тонн на переднюю часть и 2 тонны на хвост. Забиваем эти параметры в калькулятор. Сначала надо вычислить момент силы. Записываем параметры, массу, плечо силы, рычаг и получаем результат. Затем, зная этот результат и вес хвоста, получаем необходимую длину – более 11 метров. А у нас всего 6. Если факт противоречит теории, выбросьте теорию, верно? Тогда давайте узнаем, при каком соотношении массы такого хвоста хватит. Оказывается, при соотношении 4 тонны на переднюю часть и 3 тонны на хвост. Серьезно? А давайте теперь посчитаем, сколько на самом деле весил хвост тираннозавра. Это не так уж и сложно, как может показаться. Тем более, что мы будем считать с большими погрешностями в пользу официальной науки. Итак, хвост длиной 6 метров. Он имеет форму конуса с основанием 1 метр и вершиной 1 сантиметр. Рисуем. Теперь для наглядности и простоты понимания добавляем еще один такой же конус, но с обратной ориентацией, чтобы получить площадь. Получилось, что два хвоста занимают площадь 6 квадратных метров, а один, соответственно, 3. Теперь посчитаем профиль хвоста. Высота будет 1 метр. Толщина основания полметра. Все остальное то же самое. Получилось четверть квадратного метра. Ну ладно, дадим палеонтологам огромную фору и пусть будет треть квадратного метра. Тогда уже известную нам площадь в 3 квадратных метра делим на 3, треть квадратных метра, и получаем 1 кубометр. То есть хвост был объемом 1 кубометр. Ну ладно, дадим еще одну огромную фору. Пусть хвост будет 1,5 кубометра.
Зачем мы только что это сделали? А затем, что мы прекрасно знаем, сколько весят кости и сколько весит мясо или жир. Самая тяжелая часть организма – это плотные, не пневматизированные кости. Они весят 1,1 тонны на кубометр. Мясо на 10% легче. Итак, 1,5 кубометра хвоста умножаем на 1,1 тонну. Опять-таки даем ученым фору и получаем максимальный вес хвоста 1 тонна 650 килограмм. А теперь забиваем эти значения в проектировочную программу и получаем необходимую длину хвоста 14,5 метров. Так откуда же ученые взяли, что хвост весил 3 тонны? Оказывается, в 2010 году студент Скотт Персонс сделал предположение, что хвост весил чуть ли не 45% всей мышечной массы. Нормально? Студент! И это нам дают как науку. Этот студент, видимо, был не в курсе, что для того, чтобы весить 3 тонны при такой длине, хвост должен состоять из бетона марки М300, к примеру, но никак не из мышц. Аргумент номер 2. Пневматизация костей. Пневматизация. Как сладко звучит это слово для уха юного гоминида. Как это слово гармонирует на фоне гормонального взрыва в крови с такими словами, как автоматизация, механизация, роботизация. Юные уши неподготовленных ученых буквально впадают в экстаз от этого слова и используют его в качестве аргумента по поводу и без. Пневматизация. Так давайте же разберемся с этим убийственным аргументом и взвесим за и против. Что же такое пневматизация? Может быть, нечто похожее на гидравлический привод? Уверен, юные неокрепшие умы именно так и думают. Однако это просто полости в костях. В некоторых костях природа образует полости, заполненные воздухом. Это явление очень сильно развито у птиц, некоторых рептилий, да вообще-то у многих видов. Даже у человека в черепе есть пневматизированные части, например, височные кости. Как аргументируют ученые такое поведение природы? Но в случае с птицами все очевидно. Им просто необходимо для облегчения веса и полета. А вот зачем сухопутному тираннозавру? Вот как отвечают палеонтологи. Пневматизированные кости позволяли тираннозавру облегчать вес самих костей и достигать гораздо больших размеров за счет этого облегчения. Если до сих пор я испытывал смутные подозрения, что палеонтологи и историки живут в какой-то выдуманной марвеловской вселенной, то теперь это подозрение переросло в твердую уверенность. Есть такая штука на свете, называется сопромат. Сопротивление материалов, грубо говоря. Очень нужная штука, рекомендую всем, кто отважится покинуть диваны и глянуть на реальный мир. Дело в том, что кости выполняют в живом существе роль несущей конструкции. К ним крепится мышечный каркас. То есть они должны выдерживать нагрузки, а не просто быть местом крепления кусков мяса. Если кость заполнена воздухом и имеет полости, то ее прочность уменьшается на порядке. В таком случае тираннозавры ломали бы себе ноги просто при попытке встать. Даже сокращение собственных мышц могло переломать собственные кости. Если на такие кости нагрузить еще большую массу, то животное превратится в студень из переломанных костей. Тем, кому трудно в это поверить, приведу пример из строительства. Наверняка многие из вас знают, что современные здания строятся по принципу монолитного каркаса. Никакие пустоты там недопустимы. А колонны дополнительно армируются как можно более прочной арматурой.
Однако есть в строительстве одна деталь, имеющая полости. Это пустотная плита перекрытия. Многие ее видели. У многих полы и потолки состоят из таких плит, и на первый взгляд они очень прочные. Однако это чувство обманчиво. Армирование такой плиты рассчитано на нагрузки только в одном направлении. Стоит только перевернуть ее вверх ногами, положить неправильно, и получается вот такое. Другими словами, от пневматизации на суше нет никакой пользы, один только вред. Почему же тогда природа 240 миллионов лет подряд только совершенствовала этот механизм? Есть только одно вменяемое объяснение – для облегчения веса и стремительного бега. Пример, пожалуйста, страус. Там все как раз как у тираннозавра. Пневматизация костей и стремительный бег до 80 км в час. Это быстрее, чем лошадь в галопе. Ну и самый веселый аргумент палеонтологов звучит примерно так. Кусать не мог. Ха-ха-ха. Зубы есть, значит кусает. Этот вопрос я уже обсудил в ролике «Что не так с динозаврами», поэтому расскажу только те аргументы, которые там не освещены, либо освещены недостаточно. Итак, как я уже говорил ранее, просто укусить – это не такая уж простая задача, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы укусить, в первую очередь нужно сравняться скоростями с жертвой. У хищников для этого есть передние лапы, которыми хищник зацепляется за жертву, уравнивает скорости и всаживает клыки. Длится это мгновение, но порядок именно такой. Многие приводят в пример крокодилов, варанов и других рептилий. Якобы крокодил хватает как тираннозавр. Но, во-первых, у крокодила есть передние лапы. С ним технология другая. Он подкрадывается к жертве под водой и внезапно хватается за нее из-под воды. Длинная челюсть позволяет как можно глубже охватить часть жертвы и защелкнуть капкан. Но первое движение на разрыв собственной плоти делает сама жертва. Крокодил лишь упирается передними лапами. Варан подрезает сухожилие и следует за жертвой, пока она не обездвижится. Во всех случаях перед смертью жертвы она должна обездвижиться или уравняться скоростями с нападающим. И во всех случаях нападающий обладает функциональными передними лапами. Однако тираннозавр не такой. Его передние лапки ни на что не способны. От слова совсем. А зубища-то огромные. Кроме того, мы только что выяснили, что если верить своим глазам, а не косплейщикам от науки, то тираннозавр был стремителен. Но как укусить при стремительной атаке? Допустим, тираннозавр догнал добычу. Она не будет мирно смотреть, как ее пожирают. Она будет стараться выжить, уворачиваться. А зубища, хоть и огромные, но, важно, направлены внутрь черепа. Это значит, что зубы смыкались уже в тот момент, когда добыча была во рту. И не просто в тот момент, а при возвратном рывке. В противном случае нагрузка приходилась бы на боковую часть зубов, одновременно ломая их. Именно поэтому в первом ролике я сделал вывод, что тираннозавр был падальщиком. Ведь чтобы сделать такой укус, добыча должна лежать без движения, а ящер находиться на ней сверху и, упираясь единственными задними лапами, делать обратный рывок с одновременным распиливанием плоти. Вспоминаем крокодила. У него похожая ситуация, но разрывающее движение делает сама жертва, поэтому он может атаковать снизу, сомкнуть челюсти и просто ждать, когда добыча сама, вырываясь, разорвет себя. Но загнутые внутрь зубы говорят только об одном стиле атаки – сверху, прижимая добычу к земле и делая рывок самостоятельно. В общем, вопросов накопилось много. В прошлом ролике я сделал вывод, что тираннозавр был падальщиком. И действительно, это было бы так,
если бы все обстояло именно так, как показывают официалы. А теперь попробуем создать рабочую модель тираннозавра на основе тех новых данных, что мы сейчас выяснили. Во-первых, ноги. Уберем лишнее мясо, оно там не нужно. Вот этот огузок только мешает, создает лишний вес и мешает вставать на задние лапы, опираясь на хвост. Слои кожи на скелете тоже снизим. Весь этот лишний жир в утиль. Не для того природа делала кости пневматическими. Шея. Зачем такая толстенная шея? Кому она нужна? Только лишний вес создает. Убираем. А как же будем есть большие куски мяса? А вот так. Теперь, когда мы существенно облегчили вес, тираннозавр уже не выглядит таким увольнем. Теперь он может бегать. И раз уж мы взяли за образец страуса, то предположим, что и скорость у него была сопоставима – 70-80 км в час. Есть еще одна странная проблема – это шейные позвонки. Ведь если тираннозавру необходимо было держать баланс, то шея с хвостом просто обязаны иметь возможность вытянуться в одну прямую линию, поскольку чисто механически это наиболее прочное и наименее энергозатратное положение. И все позвонки тираннозавра выглядят вполне логично, кроме шейных. Зачем этот странный горб на шее? Какую роль он выполнял? Всегда смотреть вниз? Ну тогда о чем мы тут говорим? Он мог быть только падальщиком. Однако посмотрите повнимательнее. Не хочу никого осуждать, но согласитесь, создается сильное ощущение на фоне стройности остальных костей, что позвонков не хватает, а те, что есть, будто из разных мест надерганы. А два верхних позвонка будто нарочито подчеркивают изгиб. Но это скелет тираннозавра Сью. А что у других на этом месте? Вот еще один скелет CM9380. В нем вообще нет шейных позвонков. А вот у скелета AMNH 5027 на этом месте позвонки совсем другой формы. И у скелета BH1 Stan позвонки тоже совсем другие. И у скелета Джейн тоже. То есть что получается? Нас дурит? Такое ощущение, что этот горб сложили специально, чтобы сжать шею. Тогда давайте ее выпрямим и посмотрим, что получится. К сожалению, это только у млекопитающих ровно 7 шейных позвонков. А вот у рептилий и птиц их может быть сколько угодно. Встречается даже 28 шейных позвонков. Рекордсмены в этом – лебеди и страусы. В общем, я более чем уверен в двух вещах. Во-первых, шея была просто обязана иметь возможность полностью вытянуться вперед, и никакого горба там быть не могло. И второе, что позвонков было больше, как минимум 14, а не 9. Такая шея, помимо резкого ускорения, могла быть дополнительным компенсатором инерции и балансиром. Точно так же, как у страусов и лебедей. Но это, конечно, спорно. По крайней мере, я бы на месте природы поступил именно так. Однако проблема маневрирования никуда еще не делась. Он по-прежнему не может совершать резкие маневры, что для хищника неприемлемо. Как же маневрировать и бороться с инерцией? А как борются с ней современные животные? Те же страусы, например. Да зачем далеко смотреть? Выйдите на улицу, разбежитесь и попробуйте сделать резкий поворот. Независимо от того, какой кульбит вы затем совершите, удачный или не очень, вы в любом случае в момент поворота инстинктивно откинете в сторону руку. Это не ошибка, это природный рефлекс, позволяющий скомпенсировать инерцию. Крылья страусу нужны ровно для того же самого. Значит, передние лапы тираннозавра все-таки не пустая затея. Так почему их рисуют впереди? Давайте еще раз приглядимся к скелету казуара или страуса
и посмотрим, как на самом деле должны крепиться лапы тираннозавра. Другими словами, крылья у тираннозавра были. Без них он просто не мог бы бегать и маневрировать. Теперь один из главных вопросов – как он атаковал. Да, друзья, несмотря на то, что теперь он может бегать, я по-прежнему утверждаю, что просто так кусать он не мог. Почему? Да просто попробуйте укусить что-нибудь, пробегая мимо на скорости 70 км в час. У вас сразу же закончатся зубы, шея, а может быть даже и жизнь. Для атаки надо не просто догнать, но и уравнять скорости. Лучше жертву обездвижить, а еще лучше ошеломить. Потому что стоит задержаться на секунду, и жертва или увернется, или подставит рога, или вообще станет охотником. Какие у нас варианты? Если честно, вариантов мало. Тут сравнение со страусом уже не годится. У него есть клюв, чтобы долбануть по противнику, а у нас только зубы. Можно, конечно, укусить, но риск остаться без зубов очень велик. Да и тело у нас максимально облегченное для бега. Поэтому остается только один вариант – прыгнуть, желательно сверху, чтобы придавить противника массой и хотя бы на секунду его дезориентировать, чтобы иметь возможность укусить. Ну а в прыжке, опять-таки, очень помогут сохранять ориентацию крылья. Теперь сложим все, что мы сейчас узнали. Что у нас в итоге получилось? Дракон. Самый обычный дракон. Очень красивую картинку мы нарисовали. И логичную. И вроде все сходится. Кроме одного. Такое существо в современном мире все равно бы не выжило. Даже со всеми допущениями, все равно вес и размеры запредельные. Да и крылья маловаты для полета, мягко говоря. Если только не одно условие – плотность атмосферы. Вы когда-нибудь пробовали высунуть руку из автомобиля на ходу? Даже при 40 км в час воздух уплотняется и весьма ощутимо давит на ладонь. Если же вы едете со скоростью 100 км в час и выше, то плотность потока становится такой, что удержать руку становится трудно. Именно так взлетают самолеты. Они разгоняются до определенной скорости, и когда поток воздуха достигает определенной плотности, самолет взлетает. Для разных самолетов эта скорость разная. Например, для тяжелых пассажирских около 230 км в час. Легкие же самолеты могут взлетать уже при скорости 140-180 км в час. Некоторые могут взлетать даже при 80. Но это в нашей атмосфере. А если атмосфера более плотная? Например, если это вода. Посмотрите на рули глубины подводных лодок. Они совсем маленькие по сравнению с огромной лодкой. Да и скорость намного меньше. Однако даже такие маленькие крылышки позволяют лодкам резко погружаться или подниматься. Другими словами, чем плотнее атмосфера, тем меньше поверхность крыльев необходима. И вот тогда, когда плотность в несколько раз выше нынешней, форма дракона становится самой удобной для хищника. Конечно, в полном смысле слова он вряд ли летал. Но ничто не мешало ему разогнаться до 70-80 км в час, подпрыгнуть и долго парить на небольшой высоте. Недаром природа в течение 240 миллионов лет только культивировала эту форму и не собиралась от нее отказываться. Таким образом, получается, что либо эти существа вообще не могли существовать, либо существовали в том виде, что я описал, но и атмосфера была гораздо плотнее. Других вариантов нет. Но если вы думаете, что это все аргументы, то ошибаетесь. Есть еще один аргумент. Он на самом виду и просто кричит о себе. Но об этом в следующей серии. Ну а первые 5 человек, кто первыми догадается, что это за нюанс, попадут в титры следующего ролика. Продолжение следует. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок
Оставьте под видосом гневный комментарий свой.